Токсичные эмоции – это те эмоции, которые не выполняют своих прямых функций. То есть не помогают нам удовлетворять наши потребности, не помогают нам чувствовать себя хорошо, выстраивать отношения, не мотивируют нас, не регулируют наше поведение, а наоборот приводят к страданиям, может быть, психосоматике, и в целом понижают качество жизни и искажают восприятие мира. Токсичные эмоции обычно очень сложно прояснить и прожить до конца для того, чтобы освободиться от них. Это происходит потому, что очень часто это связано с каким-то травматичным эмоциональным опытом или опытом манипуляции или психологического насилия, который мог происходить в детстве и даже связан с близкими, с родителями. Например, когда родители манипулируют своими детьми, используют бойкоты, отвержение, стыжение, какие-то другие приемы по факту психологического насилия, это может привести к тому, что даже во взрослом возрасте такой человек не сможет освободиться от токсичного стыда или токсичного чувства вины или других эмоций. И впоследствии именно токсичный уровень этих эмоций приведет к тому, что будет заблокирована, допустим, эмоция гнева. И из-за этого будут проблемы с выстраиванием личных границ и вообще выстраиванием отношений с другими людьми. То есть токсичные эмоции, во-первых, становятся нашими хроническими эмоциями. Во-вторых, они искажают наши эмоциональные реакции. Там, где нужно было просто отреагировать на ситуацию, мы либо не реагируем, либо мы реагируем другой эмоцией, либо мы реагируем излишне сильно. И в-третьих, эта эмоция, этот уровень эмоций, он тяжело проживаем, его тяжело прожить до конца. И такие эмоции еще и блокируют проживание других эмоций. И какие-то эмоции в нашей жизни становятся, во-первых, избегаемыми, во-вторых, непереносимыми. Например, возьмем стыд. Стыд – это нормальная эмоция, когда мы становимся видимыми в глазах другого значимого для нас человека. И, например, он нас как-то негативно оценивает наши качества. То есть стыд – это эмоция, которой мы проживаем негативную оценку со стороны значимых других людей. Например, если мне кто-то говорит, что там, ты неудачник, ты ленивый, ты ничего не умеешь, у тебя ничего не получится и так далее. Я это проживаю в виде стыда или смущения, я это чувствую. Это нормальная эмоция, которая является социальным регулятором. То есть функция этой эмоции – приводить мое поведение, мои качества в соответствии с окружающим миром, с социумом, для того, чтобы меня не изгнали из него. Но, допустим, если у меня был травматичный опыт, связанный со стыдом, допустим, мама меня отвергала за какие-то мои проявления, допустим, ты получил двойку в школе, ты больше мне не сын, надо выкинуть тебя на помойку, надо назад сдать тебя в роддом, или плохих мальчиков там за драки или порванную школьную форму забирает дядя-милиционер или баба-яга и так далее. И в детстве для меня это был конец света и внутренний концлагерь. И если у меня есть такой травматичный опыт, такая эмоция стыда становится для меня токсичной. Оценка со стороны других, критическая оценка со стороны других становится для меня концлагерем и концом света. Эта токсичная эмоция приводит к тому, что я проваливаюсь. Когда меня критикуют, я вхожу в аффект, и я проваливаюсь на месте. Я ухожу либо в красный стыд, либо в белый. Либо я горю от стыда, либо я хочу сжаться в точку и провалиться. Это токсичный уровень проживания стыда. Стыд может сам по себе, токсический стыд может сам по себе блокировать, например, гнев. Когда мне говорили, что злиться плохо, злиться стыдно. Как тебе не стыдно? Посмотри на себя. Ты злой, таким быть нельзя. Я с тобой не разговариваю. Фу, уйди от меня. Подумай о своем поведении и так далее. Например, бояться стыдно. Мальчики не плачут. Не выпендривайся. Как можно быть таким выскочкой? О себе думать стыдно. Как можно быть таким эгоистом? Как тебе не стыдно? Ты должен думать о других. О себе думать нельзя, о себе заботиться нельзя. Это приводит к тому, что впоследствии я не смогу о себе заботиться, подумать о том, что я
хочу что-то сделать хорошее для себя, позаботиться о себе, будет вызывать у меня стыд. Я буду проваливаться в какой-то внутренний концлагерь. И это невозможно без глубокого погружения даже прояснить, не то что прожить до конца. Это не на поверхности. Все это приводит к хроническому напряжению, хронической тревоге, возможно, психосоматике и другим симптомам, например, к зависимому поведению или расстройству пищевого поведения. Возьмем, например, чувство вины. Это тоже нормальная эмоция, это тоже социальный регулятор социального поведения. То есть это обратная связь. Если я сделал кому-то что-то плохое, нанес ущерб, и это поставило под угрозу какие-то важные для меня отношения, я буду это проживать как чувство вины. Это будет вызывать во мне желание что-то сделать для другого человека, чтобы погасить эту вину. То есть стыд – это я какой-то не такой. Я – это ошибка, мое качество запретно, неправильно. Это оценка моего качества. А чувство вины – это оценка действий или результата. То есть вина – я сделал ошибку, стыд – я – это ошибка. Но оба эти чувства, оба эти эмоции – это регуляторы социального поведения, направлены на то, чтобы мы, наоборот, эффективно выстраивали отношения с другими людьми. Но когда эти эмоции становятся для нас токсичными, это, наоборот, разрушает отношения. Отношения становятся токсичными и созависимыми. А на дистанции в любом случае это приведет к тому, что обоим участникам будет плохо, потому что токсичные эмоции разрушают обе стороны, которые находятся в таких отношениях. Ну, поехали. Допустим, если я испытываю чувство вины, я могу прояснить, перед кем и за что я провинился, я могу понять, что я могу для него сделать для того, чтобы погасить. Я проживаю до конца это чувство вины, я от него освобождаюсь. Но если на чувстве вины, допустим, были основаны вообще мои отношения в семье, допустим, у меня такой стиль воспитания был со стороны родителей, построенный на чувстве вины. Допустим, у меня была мама или папа, или оба даже, или все мое окружение выстраивали со мной отношения, что у тебя что-то не так. Ну, что ты опять как-то вырядился, или что ты опять сделал все плохо, почему ты здесь опять накосячил, почему здесь вещи разбросал, почему ты опять так оделся, все не так, все не так, все не так. Критика, критика, критика. Невозможно быть таким, невозможно сделать хорошо. Все не так. На этом построены отношения. Возможно, у родителей у самих был травматичный опыт, и их эмоции были перекошены. И они научились у своих родителей именно на чувстве вины выстраивать отношения. И это только усугубляет ситуацию, так еще сложнее прояснить, откуда ноги растут, почему там моя мама, мои родители, мои родные люди меня постоянно критикуют, постоянно мной недовольны. Возможно, они даже сами этого не понимают. Но это приводит к тому, что чувство вины становится для меня хроническим, непереносимым, а возможно и избегаемым. И это может привести к тому, что я буду страдать от лени, я буду называть это ленью, прокрастинацию, саботаж. Я не буду пробовать, потому что если я попробую, скорее всего, моя мама в моей голове опять скажет, что я сделал что-то не так, чтобы я испытал чувство вины. Вина становится токсичной, непереносимой и избегаемой. Или возьмем для примера обиду. Обида означает, что кто-то нанес мне ущерб, кто-то сделал мне плохо или больно. И я хотел бы, чтобы мне принесли извинения, возместили ущерб, попросили прощения. Если я это нормально проживаю, для меня это не является избегаемым переживанием, избегаемой эмоцией или подавляемой эмоцией. Я проявляю эту эмоцию, это чувство и, например, говорю: ты сделал мне больно, я хочу, чтобы ты извинился и возместил ущерб. Мы проживаем эту эмоцию до конца и освобождаемся от этого. Но если, допустим, я в родительской семье был инфицирован, например, у меня мама была в токсической эмоции вины, я по дополняющему признаку заражусь токсическим уровнем обиды. Если один человек постоянно транслирует вину, другой человек, который с ним в отношениях, будет по дополняющему признаку
по дополняющей эмоции заражаться чувством обиды. Один виноват, другой обижен. Или, например, я мог подсмотреть это в отношениях моих родителей. Допустим, их отношения были выстроены на системе, что один обвиняет и обижен, а другой чувствует вину. И именно на этом выстраиваются их отношения. Именно это является связующим звеном, почему они вместе. Если я заражаюсь этой эмоцией, эта эмоция обиды становится для меня хронической, я ее не регистрирую, она у меня непроясняемая и непроживаемая до конца. Я начинаю постоянно транслировать, что все меня обидели, все должны испытывать чувство вины, все мне должны. То же самое с токсичным гневом, печалью, страхом, отвращением и любыми другими эмоциями, которые сложно в моменте прояснить до конца и прожить их до конца. Такие эмоции становятся для нас избегаемыми, непереносимыми или подавленными. И они еще сами по себе блокируют проявление других эмоций, эмоций антагонистов. И все это еще усугубляется тем, что мы в отношениях можем себе найти носителя токсичной дополняющей эмоции. Допустим, хронически виноватый находит себе хронически обиженного. Хронически злой находит себе хронически испуганного. Хронически печальный находит себе хронически жалеющего и так далее. И они вместе формируют крепкие, токсичные, созависимые отношения. И теперь еще и травят друг друга. То есть они таким образом цепляются своими неврозами друг за друга.